Всем привет, ребят, с вами Декстер. Мы сейчас с Костей решили прогуляться, пообщаться о том, как прошел наш день, о том, как мы готовились к завтрашнему матчу. Сегодня мы зашли в практис, потренировались часа 4 с командой, жестко постреляли, каждый по-своему. Вчера с Пашей сделали прически после барбера. Идем, в лобби, где все кушают вечером. Заходим, я смотрю, Андрюха Блейд сидит. Я подхожу, привет, Андрей, там, с победой, молодцы, вся фигня. И подходит просто Паша такой, и тоже такой, и молча такой, здорово, И Андрюха такой, ты кто, понял? И все, мы разошлись такие, сидим, хаваем, я такой, Паш, ты бы хоть познакомился, там, сказал, привет, я там Паша, он такой, так-то надо было, кринж какой-то, бля. Потом у нас начались праки, мы сыграли 5 праков. После же мы посмотрели те карты, которые готовили к команде Энс. Мы ожидаем играть Overpass. Но это только между нами. Вот. И дальше у нас сейчас время для медийки, потом будет общение с тренером, по крайней мере, у меня. А дальше сон и уже завтра игра. Вот, ты должен прям вот. Но я прям вот-вот, это самый тип. И это прям кайф, только вот этот хуй. Эта штука неудобная. О, наушники брызли. Короче, я не справлюсь с этим. А что ты не справишься с этим? Вот какое ухо? Какое? Это правое. Правое. Вот, ты берешь, смотри, ты правой рукой взял. И вот так через ухо, понял? Все, вот, только... Она туда не залазит. Говно, все, я тебе беру, на. Команда Энс, довольно-таки интересные ребятки. Вот. Думаю, что команда у них играет довольно-таки хорошо в последнее время, особенно в последнее время. Но опять же, посмотрим, как они будут играть завтра, потому что это РМР, это LAN. И самое важное для нас, в принципе, в Best of 1 матче, это задать хороший темп в начале. И потом просто не отдать свою игру. Всем привет, с вами Team Spirit. Сегодня будет у нас первый матч. Долго ждали, готовились много к нему. Надеюсь, покажем все, что тренировали, и все будет работать. А если нет, то есть план Б. Так что будем сегодня показывать, что на тренере. Сегодня еще такой прикольный момент, что обычно стрельба, все сидят, разговаривают, что-то фанятся, а здесь. Слышите вот эту концентрацию? Мощь. Ни одного слова. Все. Кнопки летят. Да, все с музычкой, все работают, заряжены. Поэтому будет весело. Ты на очке? Найс. Пока что. Мы вообще на чиле. What left over and We have Overpass. Mirage? Да? Let's play Mirage. Почему Мираж и не Overpass? Потому что для нас комфортнее Mirage, чем Overpass. D-Hall wants a spot for info. He finds the bomb and finds the opening kill, but Chopper answers back immediately. Looking to try and punish. Hades holding. Holders Magix will be able to get the flick off. Madden runs 2 CTs. Problem is, Sphinx, he's gone, and Snappy will be mopped up by Pat. В целом мы были готовы к их игре. То есть мы хорошо начали, был счет 5-1. Дальше мы делаем резкий раунд Б по динамике. Нас убивает Терехавик. Нужно разбираться там. Дальше, получается, у нас сбивается экономика. Мы делаем форс, попадаем в комбину, когда нас в подвале убивает снайпер под флешку. Мы делаем резкий раунд с 2 люркерами. Потом в меду выходим яма, находим фраг, начинаем 5-4, все хорошо. У нас размен, Паша выходит на Б. Ситуация становится 4-3, а раунд этот за экономику. У нас все хорошо, мы ставим бомбу. Опять же, из-за своих ошибок мы отдаем раунд, который сильно бьет нам по экономике.
but Magix is on the other side of the map, and Dexter's the only one here. The defuse is coming out, the smoke is down, the Molotov's not going to be able to do it, and ENCE somehow in that round bring it all the way back and tie us up 5-5. И с этого момента стало играть сложнее и сложнее. Всем привет, это Патси. Сейчас я вам расскажу про наши игры. Первая игра была с ENCE. Для меня лично она была не очень удачная. Не смог хорошо сфокусироваться, не донастроил компьютер и так далее. Ну, я как будто и в экране не видел вот модельки, которые вот прям один на один со мной перестреливаются. Сейчас в следующей игре, я думаю, все будет нормально. Лёнька, мысли перед матчем с АСГ? Надо выиграть игру нам, думаю я. За счет чего будешь побеждать? За счет коммуникации, тимплея, общения. Это и есть коммуникация, стрельбы и силы земли. It's going to be a bit of a banger. ASG taking on Spirit. It's essentially, Waterfalls, Sphere and Friends versus the Spirit gang. This one's going to be pretty exciting. Короче, как только зашли на сервер, я сразу же понимал то, что пули залетают как надо, и сейчас я отыграю хорошо. Там была инфа, то, что они сплитят Б, 4+1. Один был на миду, но он почему-то не пошел меня убивать. Но и не выходили по одному, я просто один в один каждый пристрелил. That's more like it, Siren. Whoa, he's on for the ace. It's a thing of beauty, can't quite get all five. But Dexter is here. It's the other side of the pass spotted, trying to nade him out of position. He walks into it. Dexter's holding for this push. Wall flicked down. If Rage win that round, still out. Him with Нужно, как Сеп, подходить к каждому матчу, смотреть глазам врагу и брать вот такой лист бумаги. Ну, у тебя, в принципе, стопочки нормальные. Типа ты готов к матчу полностью. Вот видите, Энсу? Нихуя нет, но вам пизда. Welcome back to the PGL RMR for Europe side of B. We're heading into the 1-1 matchup again. We've got a best of one this time between Spirit and Sinners. Мы были удивлены, то, что нам оставили нюк. Опять же, мы готовились, и нюк это был для нас предпочтительный выбор. Когда ты начинаешь нюк играть в атаке, и у тебя проваливается улица, и ничего там не получается, да, тебе ломает игру и так далее, это сильно читается. Мы не можем позволять себе заходить на нюк и проигрывать улицу вчистую. Neo is about to shoot him in the back. How was he here? Spray comes in, no reaction from Choi. Это албанцы. Это они пистолетку взяли? Они взяли форс. Твое мнение об албанском Counter-Strike? Жестко играют, очень жестко попадают. Бать. Мне нравится, что они делают уверенно. Риган, Хуан, Флаттер — это очень сильные игроки, особенно на ване. Самое главное, это уверенность получается. Да, Паш? Да. Паш, что ты сделал на Дасте против Ави? Я их просто отвидел. Что сделали Зетка против нас на нике? Он нас просто отвидел. Смотрите, касаемо игры, вы поняли, как они играют? Защита там длину по-разному занимает. Они кидают смог в банк, чувак пробегает. Чувак стоит в упоре, ему летит флеш, они вдвоем выходят пикают. То есть длину надо выходить и ебашить, если у нас есть средства. А в дефолте Круша много меду начинает, но я тебе это говорю. Вот, и контрольте инертус, потому что я скрин показывал. Пацаны, давай не поджав хвост. Если даже что-то не получается, надо, блядь, биться до конца. И за каждый раунд цепляться. Что-то не работает, похуй. Не забывайте, зачем мы сюда приехали. Окей? Поехали, ебашить.
Endpoint, Spirit, yes, best of 3, elimination. Oh! Well, that's because the logo up in the top left is blue. Push through at the card. And oh. That 5-7, woo! It's all the talk of the town right now. Very powerful pistol. One shot head Spirit. One way to win a force buy. No way. Первого выиграли. Первого выиграли. Хорош. А ты что, перфекто на максималке? Я выиграл все клатчи, я норм. Лень, Лень, что на завтрак ел? Ничего не ел. 5-7. Да. Карты выиграли, все хорошо. Они в движении нам проигрывают. Просто успокойтесь. Они слабее в индивидуалке, они слабее в движении. Сейчас на вертиге будет решать коммуникацию. Это карта, где надо много двигаться и договариваться. Смотрите, что касается их защиты. Они много играли 2-1-2, делали Ичизоку. Делали Ичизоку, он просто проходил. И делал еще, смотри, как просто вдвоем пикают и на шифте идет. То, что в атаке играли, смотрите, там дефолт есть 3 мид, когда они просто на шифте входят. И дефолт есть 2 мид, 2А. Причем Crucial и Mighty Max, они играют перед смоками, они всех АЕП просто. Они не попадают, мы попадаем. Это большое преимущество. Важно в ситуации после размена доигрывать с холодной головой, без нервонных. У нас все хорошо. Мы их переигрываем во всем. Эти попадают? Ой, те не попадают. UKCS — это прикол. Team Spirit, after picking up dust, now readying themselves to head to Endpoint's map, pick a Vertigo. Oh dear, that's wasting a lot of time to go through. They dealt with Siren, but they weren't ready for Patsy, and they're getting churned up by the... Oh, again, helped out by his... Siren behind them, they're all up close and their rifle... Dick does it. Oh no. Oh. Out with Dexter. Got to dive this ship one. He's on the A side and not just spread ball. Special. AK replaying a volley shot. UKCS! Передай привет Сапко. Привет, Сапко. Привет Диману. Ну, сердечко показать, наверное, да? Бля, сот. Диман, что ты делаешь с Пашей? Он нервничает. Как ты делаешь сот? Это Сапко. Вот она, бедненькая мышка своего хозяина. Что он с ней делает? Сейчас расскажет. Ну, она прыгнула. Ну, она прыгает постоянно просто. А он ее пиздит за это ногами просто. Так и происходит. Паш, ты мышку надо любить, иначе он тебя подводить будет. Она меня все время подводит. Проанализируй эту линейку. Какую? Endpoint. Ну, на Десте они не умеют играть. Мы все читали. Была небольшая нервозность у всей команды. Не было. Да была вообще. На Дасте нет. Ну ладно, окей. А если говорить про Вертиго, то он просто их отпиздил. Он просто колил за всех. Он вместо капитана сказал: Лень, если ты будешь колить, то ты в подвал пойдешь, поэтому... Я был табуреткой для него просто, я табуреткой сегодня был. Я говорю: Роберт, подсадить? Он говорит: давай подсаживай. Он говорит: ты пойдем подсадишь? Я говорю: подсадишь, Фридай кинем. Но оба раза сработало. На часах 8 утра 14 минут. Сегодня матч с Анонима. Браков не найти в это время, так что парни играют ДМ с инфой, разминаются и через полчаса пойдут настраиваться уже. Че, Лень, настрой боевой? Как обычно. Где энергия? Она вся внутри. Копишь ману? Да, она уже накоплена, зачем ее тратить?
Вот и они, тут как тут. Как настроение? Нормально. Вот вы встретились опять? Опять. Снова. Мы должны зайти сейчас и все представить то, что вот это все то, что утренний матч и так далее. Вы все поспали по 8 часов. Представьте в голове, что сейчас просто обед. Разгоняйте просто себя мысленно. Потому что нельзя сейчас заходить и тягуче начинать карты. Мы начинаем Вертиго в атаке, где будет решать коммуникация. И мы на голову сильнее них. Нужно сразу с первого раунда, пацаны, просыпаться. Нельзя заходить и там с какими-то лишними мыслями вообще поебать. Мы должны заходить сразу и браться. Да? This round, and yeah, get the reply onto Dexter. Patsy, another one squandered as Magic does this way across. He spotted Siren. They're off to a fantastic start. Dexter takes the head of Chorb on his Dexter to try and get the body to the action. Side for Anonymous. Spot with the AWP. Spotted his headshot position, but he goes up. Oh! Siren, 15 rounds. Паш, расскажи про этот раунд. Где-то 1-2 взял на 14-14. Ну, я слышал то, что он бежит, типа, в плент, вот этот чел. А этот чел, я понял, ну, который был в коротком. Да, я его видел, я понял, что меня не будет пикать. И я понял, что у меня есть тайминг убить вот этого чела, который пробегает в плент с бомбой и савик. Но я его пикнул, потом сразу же перевелся на того чела, которого я знал. И все, изи раунд, в принципе. Серег, ну я опыт лутаю на Вертиго. Просто, блядь, я прям рассказываю. Абдул тихоненько голосом. Помните, Серега говорил? 5 секунд команды. Да, я уверенно говорил. Да, то, что Серега говорил. Я думаю, пиздец. Нет, я говорю, пацаны, они сейчас на пойдут. Смотрите, помните, что Серега говорил? Первая карта, пацаны, вот этот майндсет, когда нас начинает переворачивать, то, что полное уныние и недовольные лица, это не работает. Это уныние. Это уныние, я его вижу. То, что вы сидите и начинаете цокать, париться. Пацаны, раунд, ну, который прошел, его уже не изменить. И лучше постараться выиграть следующий, чем потом вспоминать, какой я долбоеб был, потому что думал, потому что не Тилт помешал выиграть игру. Я специально не записывал ничего в перерыве перед третьей картой, потому что им нужна была приватность, им нужно было время обсудить, время поговорить. Я просто сделал одну фотографию. И давайте посмотрим, как там дела. One final map to decide whether it's Anonymous or it's Team Spirit heading to the major. We have an incredible, insane comeback coming through for Anonymous on the second map to get them back in contention again. And I think for many Polish people around the world, the dream still lives on. Yeah, they could have even won this series 2-0, right? There was definitely opportunities for them over there on Vert. T side of Spirit didn't really inspire anybody here. Maybe one of the reasons why Anonymous recent game against Zero, but Trick and Tony around. Magic goes down into this one. Team Spirit. It's feeling like this is the end for Anonymous. Magic's and it is just 1-on-3, but they stop it. Oh, still sticking to their guns here. Just go back to the major. They will return with some new faces, but they're heading to Antwerp. They've locked it in. And for Anonymous, it is not their time. Poland will have to wait for another major before they see the return of a Polish side. Yeah, fantastic stuff here. Obviously, the trio of Chopper, Dexter, and Magic. Ну иди сюда. Лучше. Поздравляю. Спасибо, Кость. Magic стикер. Парни, гость сюда все вместе, надо фотку сделать. Надо втянуться просто как последний раз. 3, 2, 1. После этого нюка никто
А, подвал Чоппера? А что тебе писали? Лене писали. Да, говорили, если капитан будет так же хуёво колить, его в подвал отправят. А бесполезного патси на колера, может тогда только польза от него будет. Также бы сказали, там просто сразу писали, поставьте в этого патси уже на колера, а эту помойку старую Чоппера, блядь, отправьте в подвал, блядь, сидеть. Ну вот и то самое время, когда мы победили. Всем спасибо, кто болел, переживал за нас. Сейчас мы немножко отпразднуем. Завтра полетим уже на буткемп, обратно тренироваться, получать визы и готовиться к отверту. Всем пока, до встречи.